Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня поговорим о том, что ни в коем случае нельзя делать в церкви, даже если вас будут и слезно просить, потому что таким образом вы не только берете чужие грехи, но и вы берете на себя чужие проблемы, неприятности, беды, а также потом люди задают вопросом: а почему у меня проблемы со здоровьем, почему у меня проблемы с деньгами и так далее, и так далее. Конечно же, в церковь, в храм нужно ходить, но вы должны просто придерживаться определенных правил и знать их. Конечно же, когда вы в первый раз приходите, для вас это все чудно, но вы также должны понимать и то, что когда вы знаете, вы понимаете, для чего вас спрашивают и что делается в том или ином случае. Поэтому обращайте, пожалуйста, на это внимание для того, чтобы, придя в церковь, помолиться, поставить свечу, и после ухода у вас никто не забирал ни вашу силу, ни жизненную энергию, ни вашу судьбу. Помните, пожалуйста, об этом. Поэтому раз и навсегда запомните, когда вы переступаете порог церкви, храма, вообще любого святого места, скажите про себя следующие слова: со здоровьем пришла, со здоровьем ухожу. Аминь. И это уже обезопасит вас от любого негатива. Вы таким образом ставите уже границу между добром и злом. Далее. Обращаем ваше внимание, ни в коем случае никогда, ни при каких обстоятельствах не подбирайте ничего возле церкви и не в самой церкви. Бывают такие ситуации, что вы можете найти прямо возле церкви, вы можете найти иконку, вы можете найти крестик, вы можете найти браслет, даже вы можете найти что-то золотое, тоже кольцо, цепочка и так далее. Кроме того, вы можете увидеть возле церкви какую-то книжку, которая, возможно, связана именно с церковью, или саму Библию. Вы можете найти, увидеть ручку, браслет, блокнот, в общем, все что угодно. Ни в коем случае это, даже икона, кстати, даже икона, девочки и мальчики, может валяться возле церкви или в самой церкви. Вы будете удивлены, но такие случаи были, знаете. В любом случае это представляет для вас опасность. Вы должны сами себя научить. Это ваша вещь? Нет, не ваша. Значит, вы не только не должны не подбирать, а вообще не обращать на нее внимания. Как только вы обратили внимание, вы уже отдали свою жизненную энергию. И следующий момент – это дело случая. Возьмете вы это или нет? Никогда, ни в коем случае. Также бывают такие ситуации, что вы находитесь в храме, в церкви, молитесь, или переходите от одной иконы к другой и видите, что у какой-то бабушки выпало что-то из сумки, или сама сумка упала, или что-то из какие-то ее личные вещи или предметы. Ни в коем случае не подбирайте, не помогайте. К сожалению, как только вы подбираете, открывается определенный канал, и вам, знаете, как заливается этот вот весь негатив и вот эта вся грязь. Поэтому 10 раз подумайте об этом. Помните, вы пришли в храм, вы пришли в церковь, и вас никто, ничто не должен останавливать. Даже если вам кажется, что вы хотите сделать доброе дело. Добрые дела, девочки и мальчики, мы с вами делаем в другом месте. А церковь все-таки это в первую очередь, это определенные энергии. Если бы видели вы, какие энергии находятся в церкви, вы бы 10 раз подумали, как себя защитить. Поэтому пришли в церковь, купили свечу, помолились, возможно, вам интересно пообщаться с батюшкой, пообщались с батюшкой, с матушкой, и далее уходите и идете по своим делам. Помните о том, что те вещи, которые вы увидите, лежат у церкви или в самой церкви, на них, как правило, перекладываются болезни и неудачи других людей. Также обращаем ваше внимание, здесь, конечно, многие начинают критиковать, начинают спорить, но вы принимаете эту информацию, и когда вы будете в церкви, в храме, вы же на интуитивном уровне будете понимать, как же все-таки правильно сделать и как не надо делать. Поэтому никогда никому не разрешайте, чтобы от вашей свечи зажигали чью-то свечу. Даже если он начинает рассказывать о том, что нет свечей и так далее, не разрешайте. Почему?
потому что таким образом у вас крадут, вот именно крадут и здоровье, крадут у вас личную жизнь. И, пожалуйста, когда свеча ваша горит, проверьте, чтобы она догорела минимум на 2/3. Желательно вот просто стойте и смотрите, как свеча ваша горит. Кроме того, вот этот огонь, который горит, это очень хорошо. Вы даже в этот момент можете себе представлять, как любой негатив, ваши проблемы, беды, они сгорают и появляется новое что-то в вашей жизни. Или мечтаете в этот момент о чем-то. Кроме того, обращаю ваше внимание, никогда не ставьте в одно гнездо свою свечу с другими свечами, потому что вы таким образом неосознанно объединяете свои проблемы, беды, неприятности с проблемами другого человека. И какие это были у него проблемы, вы не узнаете. Но вы должны понимать и то, что в основной массе люди, которые приходят в церковь, у них есть определенные проблемы. Как правило, люди счастливые, с которыми не имеют проблем, они не ходят в церковь, они приходят, они дома, или они могут прийти на личный прием к батюшке, с ним пообщаться, проговорить и так далее. Поэтому будьте очень осторожны. Кроме того, возможно, вы замечали, а возможно и нет, особенно это вы можете увидеть в большие церковные праздники. Человека могут обходить против часовой стрелки. Вот именно вот этот ритуал никому никогда не разрешайте делать. Почему? Дело в том, что когда проводится вот этот ритуал, кто-то обходит вас против часовой стрелки, таким образом забирают вашу судьбу и отнимают у вас удачу. Надо ли вам такое счастье? Скорее всего, нет. Кроме того, еще может быть другая ситуация. Вас могут начать толкать вас в спину, по плечу. Вы знаете, таким образом передается достаточно сильная порча. Что в таком случае вам нужно делать? Вам нужно вернуть это назад. Как это правильно делать? Вы можете толкнуть этого человека легонько в плечо и сказать: твое дело в твое тело. И таким образом все то, что он пытался вам передать, возвращается ему обратно. В таких случаях забывайте о таких понятиях, как неудобно, стыдно, некрасиво. Вы должны понимать, что таким образом вам передают достаточно сильную порчу. И последствия, соответственно, также будут не из лицеприятных. Поэтому, если вас толкнули, верните это обратно. Далее, хотим еще обратить внимание на один момент. Вы должны понимать, что в церкви есть стол, где кладут продукты. Это как приносят на помин умерших. Вот этого со стола ни в коем случае в церкви никогда не берите продукты. Как правило, приносят подсолнечное масло, приносят муку, крупы, возможно, еще какие-то, бывает, хлеб приносят. И, возможно, вы видели, как люди забирают со стола в храме. И вот таким образом люди, которые забирают вот со стола в храме, к сожалению, люди эти берут продукты для чего? Для того, чтобы проводить ритуалы на смерть. Это очень такие вот достаточно тяжелые, поэтому вы, когда вот стоите, да, и видите, что вот подобные продукты питания, кто-то подошел и забирает их, или есть другой момент, приносит их, да, и вы даже можете замечать, что приносят свои продукты, а забирают чужие. Вы должны понимать, что это неспроста. В этот момент был проведен очень, возможно, черный ритуал. Просто чтобы вы понимали и знали, что это неспроста. Батюшки это иногда замечают, это видят, но, к сожалению, за всеми проследить достаточно сложно. Даже батюшки, которые очень долгое время проводят службы в церквях, в храмах, они даже знают этих ведьм и колдунов, и даже с ними проводят беседы. Но вы должны понимать и то, что если, как говорится, есть цель, не вижу препятствий. В этом случае это
вот так. Поэтому, чтобы вы знали и понимали, для что это такое вообще происходит в церкви. Кроме того, никогда никому ничего не давайте в церкви. Бывает так, что к вам могут подойти и попросить, ну, например, лист бумажки, или просят просто ручку или карандаш, свечу, там, я не знаю, все что угодно могут вас попросить, при этом для вас это будет казаться какой-то мелочью. Знаете, таким образом вы отдаете свое благополучие, поэтому этого делать категорически нельзя. Далее поговорим о куполах. Бывает так, что когда вы выходите из церкви, вам возле храма или церкви подходит какой-нибудь, например, старый дед и говорит, что: ой, извини, я не вижу, подскажи, сколько куполов у этой церкви. И, возможно, вы слышали, это называется посчитать купола. Запомните, вообще на это нельзя никак отвечать. То есть просто услышали это, развернулись и идите своей дорогой. Не говорите: а зачем это вам, а что, а как, ни в коем случае. Потому что запомните, если это однокупольная церковь, вам делается порча на одиночество. Если это трехкупольная церковь, то знайте, это накладывается на проблемы и сложности в работе, которые будут неразрешимы. Это накладывается проблемы на судебные какие-то тяжбы, на тяжбы с государственными какими-то органами и так далее. Ну а если у церкви 5 куполов, то знайте, что порча вас ждет на тяжелые болезни. Нужно ли вам такое? Скорее всего, нет. Поэтому никогда не считаем у церкви купола. И пока, вы знаете, как это все происходит? Дело в том, что когда вам задается вопрос, вы боитесь бабушке или какому-то дедулечке отказать в этой просьбе, да, потому что вроде как стыдно, как есть понятие уважения, и вы поворачиваете голову вверх и начинаете считать. И в этот момент в вас вливается негатив, грязь, вот все то, что предназначается в этом случае. И вы знаете, вот именно этот ритуал, он работает достаточно быстро, достаточно быстро. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Далее, никогда не берите в руки чужие свечи. Вы скажете, вы никогда не берете, мы сейчас вам объясним, как вообще происходит в такой ситуации. Ну, например, происходит богослужение в храме, да, много людей, соответственно, или какой-то проходит церковный великий праздник, идет служба, и, соответственно, вас ни с того ни с сего кто-то сзади просит поставить свечу за того или иного человека, потому что как бы толпа к той или иной иконе, а вы как бы ближе стоите. Никогда не ведитесь на такую просьбу. Почему? Потому что таким образом перекладывают свои беды, проблемы на другого человека. И если вы возьмете эту свечу, считайте, что вы счастливчик этого несчастья. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Далее, никогда не давайте милостыню после выхода из церкви. Обращаем ваше внимание, возможно, вы не замечали, но когда вы заходите в церковь, как правило, те, кто просят подаяния, они молчат. Но когда вы выходите из церкви, возможно, вы слышали, вам начинают говорить, чтобы ты была здорова, чтобы у тебя детки были здоровы, да чтобы у тебя был успех во всем и так далее, и так далее. Так вот, когда вы это слышите, уходите побыстрее. И ни в коем случае, запомните это правило, никогда нельзя подавать милостыню после выхода из церкви, потому что вам говорят, что желают вам удачи или счастья, или здоровья и так далее. Вы даете деньги, и у вас это забирают. Обращаем на это ваше особое внимание. Далее, никогда в церкви не надевайте вещи, которые имеют общее назначение. Ну, например, бывает так, что вы забыли, идя в церковь, в храм, вы забыли взять с собой платок.
и принимаете решение взять платок в церкви или в храме, да, там есть определенная стоечка, где находятся платки, и вы можете взять бесплатно, пойти в самой церкви помолиться и потом их вернуть назад, при этом ничего не заплатив. Но ни в коем случае вот такие вот платки не надевайте на голову, потому что, как правило, такие платки с порчей на то, чтобы у человека была ужасная судьба, чтобы нельзя было, допустим, женщине устроить свою судьбу. Это делается обычный переклад. И тот человек, который надевает вот такой платок, он не может устроить свою личную жизнь. Поэтому, чтобы у вас не было проблем, берите свой платок. Забыли платок? В таком случае при церковных лавках продаются платки. Зайдите, посмотрите, да, не во всех, но, как правило, продается. И возьмите, купите тот платок, который вам нравится, и его наденьте и заходите в храм или в церковь. Но никогда не пользуйтесь платками, которые вот бесплатно. Кроме того, надевая чужой платок, вы тем самым берете на себя чужие грехи. Возникает вопрос, надо ли вам такое? Скорее всего, нет. Поэтому 10 раз подумайте о том, что вы делаете. Если вам на интуитивном уровне вы чувствуете, что что-то не так, не делайте, не говорите, не объясняйте и так далее. Для этого есть батюшка, есть матушка, на крайний случай есть церковные лавки. Человек, который продает и в то же время вам может подсказать. Все остальные – это не ваши помощники в церкви и в храме. Как бы вы ни хотели, открывайте, пожалуйста, глаза. Вот такой важной и ценной информацией, друзья, мы хотели с вами поделиться. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, и эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам интуитивно больше понравилось. Знаете, там очень много важной, ценной, нужной и интересной для вас информации. Итак, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ.